Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. На смену осени приходит зима, а когда на улице холодно, серо, уныло, пасмурно, дома хочется уюта, ярких красок и теплого одеяла. Начинаем шить. Совсем маленькие дети, дошкольники и младшие школьники просто обожают яркие, насыщенные основные цвета. Именно такими мы сегодня поработаем. В качестве фоновой ткани возьмем бежево-коричневую бязь. Шаблоны с размерами вы видите на экране. Если надо, ставьте на паузу и перерисовывайте. Это подсказки, как можно очень быстро нашить большое количество блоков, квадратов, составленных из двух треугольников. Подробно об этих способах рассказывала уже не раз. На канале есть плейлист «Треугольные фантазии». Надеюсь, все помнят, что скоро Новый год и уже пора запасаться подарками. Заглянула на сайт интернет-магазина «Любимый Василек». Сами знаете, что сюрпризы могут быть разными. Для дежурных подарков заказала очень красивую дорожку, нашью ярких полотенец. Ну, носки на зиму вообще всем нужны. Для мужчин хорошее термобелье и тельняшки. Кстати, сейчас в продаже появились спальные мешки. А для девочек теплый махровый халат. Цвет увядшей розы самый модный в этом сезоне. И еще красота – сорочка и пеньюар. А уют в доме подчеркнет покрывало из плюш-велюра. Кстати, для моих подписчиков действует промокод POLY10. Он дает скидку 10% на ткани на отрез. А сегодня работаем с большими квадратами 21,5 на 21,5 сантиметр. Просто у меня есть такая линейка шаблон. На ткани с изнаночной стороны рисуем 2 диагонали. И еще через центр проводим 2 перпендикуляра. Складываем вместе лицом к лицу 2 квадрата, бежевый с цветным. Закалываем иголочками. Теперь надо проложить строчку на ширину лапки по обе стороны от нарисованных диагоналей. На моей машинке это расстояние от иголки до края лапки 7 мм. На вашей машинке могут быть другие значения. Сразу совет. Когда будете шить, старайтесь, чтобы на всех деталях строчка проходила с одной стороны. Тогда припуски будут везде одинаковые. Когда шьем, строчку делаем мелкой, крепкой. Закрепки обязательно в начале, в конце, в середине, в центре. Нитки стараемся лишний раз не обрывать. Отшили одну деталь, переходим к следующей. Заготовки проутюжим, исправим все деформации ткани и перейдем к следующему этапу. Для начала подрежем уголки и разрежем большую квадратную заготовку по нарисованным линиям на мелкие детали. Таким образом, мы сделали сразу 8 квадратов, составленных из 2 треугольников. Готовые детали надо правильно проутюжить. Швы заглаживаем на сторону яркой ткани. Так они не будут просвечивать на лицевой стороне, и изделие получится более крепким и аккуратным. Все готовые детали промеряем и выравниваем. У меня получились квадраты 9,5 на 9,5 сантиметров.
У вас могут быть другие размеры. А теперь надо определить размер большого квадрата. Рекомендую сначала сшить заготовку из 4 деталей, ее проутюжить, а уже потом по этим размерам выкраивать цветные квадраты. Почему? Но мы все шьем по-разному, на разных машинках, и припуски на швы могут быть тоже разными. Основной узор будет состоять из большого квадрата, от которого отходят 4 лучика, такие звезды. Чтобы сделать раскладку, надо много места. На стол все не войдет. Ну что ж, начнем жить половой жизнью. Раскладываем большие квадраты в нужном порядке, то есть в высокохудожественном беспорядке. И начинаем потихоньку заполнять эти промежутки. Самое главное – следить за тем, чтобы все лучики были повернуты в нужные стороны. Вот такая раскладка у нас получается. А теперь первым делом сшиваем 4 маленьких квадрата. Рисунок получается бежевый ромб, а углы цветные. Прошиваем первые 2 детали, тут же приставляем 2 следующие. Переходим на кусочек вспомогательной ткани, чтобы нитки не обрезать. Заготовку разворачиваем, швы тщательно расправляем ногтем и прошиваем, прокладываем шов по горизонтали. Обратите внимание, что швы между деталями мы не разрезали, они сцеплены между собой в центре. Нам остается только ровно разложить ткань. В местах соединения припуски на швы направляем в разные стороны. На одной детали вверх, на другой вниз. Так потихоньку прошиваем все маленькие цветные квадраты с ромбом. Готовые цветные вставки тщательно проутюживаем с паром. Подтягиваем и расправляем все швы. Естественно, без фанатизма. Помним про то, что у нас много диагональных срезов. Ничего не перетяните. После того, как проверили правильность раскладки, приступаем к сборке полотна. Сшиваем также вертикальными рядами. Соединяем вместе детали первой и второй колонки. Закалываем булавочками с той стороны, где будет проходить шов. Потом эти заготовки складываем стопочкой и идем к швейной машинке. Шьем все гирляндой, нитки не обрываем. Когда сделали все вертикальные ряды, полотно держится на нитках. Остается только прошить все по горизонтали. У нас все перекрестки уже на месте, соединены нитками швов. Главное, ничего самим не перетянуть. Ну, оно, конечно, ежели что. Хотя, однако, все-таки. А то вдруг докоснись чего. И вот на тебе, пожалуйста. Вот такая заготовка со звездами у нас получилась. Что это будет, еще не придумала, но работу обязательно продолжим. Девочки, красавицы, я дала вам идею, показала технологию работы, ничего не утаила. Эй, позолоти ручку, дорогой, алмазный яхонтовый, всю правду скажу, ничего не утаю. А вы сошьете свой вариант гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. А я чё? А я ничего. Другие вон чё, и то ничего. А я так чё, так сразу вон чё. Ну, вы меня поняли. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах в Одноклассниках и ВКонтакте, и на платформе Яндекс.Дзен. Ссылки есть в описании под видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!